Друзья, всем привет! В этом видео я хочу рассказать вам про нашу дачу. Вы, наверное, видели достаточно много видео про наши бассейны, как мы ставили бассейн, про наши всякие игрушки, батуты, качели. Но в этом видео я хочу затронуть именно тему ремонта на даче. Вот у нас есть такой деревянный дом. Дом очень старый, он еще 40-х годов построек, то есть это послевоенный дом. Его строил еще мой прадед. Сделан он из бревна, сверху обшит доской, с холодным чердаком, и крыша металл, просто завальцованный металл. Причем крыша уже стоит, это, наверное, лет 30, может 40. Ну, все остальное, как я уже говорил, там 40-х, 50-х годов постройки. Дом очень старый, конечно же, покосился на одну сторону. Но мы постоянно пользовали его как дачу, он находится недалеко от Минска, очень классно туда ездить отдыхать, буквально там 15-20 минут езды. Нам принадлежит полдома с супругой, и вот мы решили как-то, что давай-ка возьмемся, впишемся в него, сделаем в нем ремонт и будем летом отдыхать. В этом доме я провел все детство, постоянно с бабушкой. Каждое лето мы там проводили, то есть это был конкретно летний дом на летние каникулы. Ну, бабушки не стало со временем, и в этот дом мы ездить перестали. Нас здесь не было, серьезно, лет 5, наверное, точно никого там в доме не было. За это время дом очень сильно захерел. Недаром говорят, что если в дом не ездить, он очень быстро умирает. Дошло до того, что в прошлом году мы приехали с друзьями пошашлычить, и один из наших друзей зашел в дом и ушел по пояс под пол. Под ним просто прогнил пол и проломился. Это стало отправной точкой нашего ремонта. Вот. Значит, с чего все началось? Взяли мы этот деревянный домик и начали полностью его внутри разбирать. Как было? Вот так вот выглядел домик до того, как мы начали делать. Вот. Обычный домик со старым ремонтом, с перегородкой по центру, с печкой, с деревянными полами и обоями непосредственно по бревну. Как вы видите, обои начали отходить от стен, пол сгнил, начал проламываться, печка лопнула пополам, ее распаливали, она дымила непосредственно прям в дом. Ну и грелась долго, печка тоже была так себе. Поэтому было принято решение ломать все. Вот мы вынесли мебель, видите, полы погибли, обои на стенах погибли, все погнило, все полопалось, все потрескалось, все отошло, проводка тоже оставляла желать лучшего. И мы начали с супругой все ломать. Начали срывать все стены, все полы поднимать, полностью все это отрывать. И очень классная тема, вот сразу подсказываю для тех, кто будет делать что-то подобное, дабы утилизировать весь этот мусор, все это гнилье, все вот это вот вонючие старые обои, бумаги, там бревна, доски и так далее. Берете обычную жестяную 200-литровую бочку, делаете снизу 3-4 отверстия и в ней все палите. Горит все, горит как в аду. Мы полностью все содержимое дома мы спалили в этой бочке. Начиная там от каких-то обрезков, заканчивая огромными лагами от пола, там, размером чуть ли не с человека. Советую. Ну вот дальше пошли кадры непосредственно разбора дома. Мы полностью подняли все полы, все доски, все гнилье выломали, со стен все соскребли, все содрали, все обои, все полностью. Все это вывозилось, палилось в бочке, потом сломались. И перегородки непосредственно в доме мы выломали все. Грубо говоря, остался стоять только сам деревянный каркас дома. Просто контур дома. Здесь хочу обратить внимание, на полдома у нас была залита бетонная плита. Мы когда-то там лет 10-15 назад с дядей ее заливали, потому что половина пола уже сгнила. Но на вторую половину дома руки так у нас и не дошли. Поэтому было принято решение эту тему с полом закончить. Так как печка была хреновая, печь разобрали
и закопали эти кирпичи прямо в доме для того, чтобы поднять уровень, потому что был очень сильный перекос между тем, где был деревянный пол, и между вот этой бетонной плитой. Чтобы все было вровень, прямо вот эти грязные, лопнувшие, чуть ли не в песок превратившиеся кирпичи я закопал в землю прямо в доме, взял в аренду бетономешалку, лазерный уровень и прям замешивая в доме, удалил этот бетонный пол. Получилось, кстати, ровно. При всем при этом это был первый опыт работы с бетоном в своей жизни. Дальше было закуплено дерево. Дерево я использовал непосредственно как обрешетку на стены, чтобы придать им более-менее какую-то ровную вертикальную поверхность. И на эту поверхность мы потом сверху вкладывали шумоизоляцию. Она больше как шумоизоляция, не теплоизоляция. Именно шумоизоляция. В доме тихо, вообще ничего не слышно. Если раньше проезжала там машина по улице или проезжала там, грубо говоря, машина или что-нибудь иное, то все было очень сильно слышно. Сейчас же в доме не слышно абсолютно ничего. Ни ветра, ни дождя. На этих кадрах вы можете видеть состояние крыши, начало конька крыши. Один лист отошел, его под тяжестью снега и ветра и времени прогнуло, обломало несколько стропилин. Все это в дальнейшем тоже чинилось. Были куплены окна стандартные, уже готовые, метр на 1,2 м, если мне не изменяет память. Старые окна были выломлены, бензопилой немного расширены проемы, и вот, на этих кадрах вы можете видеть, из чего сделан дом. Из бревна, причем бревно живое. Окна вкинул по лазерному уровню, причем не по стене, а именно по уровню. На 6 16 огромных саморезов по контуру закрепил и запенил. А вот это мы делали обрешетку на стены. Обрешетка, опять же, сделана не по стене, а в уровень. Как я уже говорил, дом немного наклонился, и стены кривые. Вот если в начале обрешетка начинается прямо у, грубо говоря, плинтуса, то сверху она на 5-7 сантиметров уже отходила от бревна, то есть такой перекос идет у здания. Дом потиху поехал со временем в сторону. Потом вот в эти квадраты мы закладывали шумо- и теплоизоляцию и сверху загоняли паронепроницаемой пленкой. Точнее, наоборот, паропроницаемой. Ложили новую проводку. Вся проводка идет в гофротрубах. Это провода 2 на 2,5. Оставлял хвосты. После электрик все это дело мне подключал как розеточки. Вот так вот весь дом мы по контуру сделали решетку. Все закрыли вот этой теплозвукоизоляцией. Вот опять же, как проводка прокладывалась сверху. И перегородку мы поставили в обратную сторону. Если она раньше была у нас вдоль дома, то мы ее поставили поперек, тем самым разделив помещение на 2 части. Приехал гипсокартон. В процессе, пока укладывали пленку, все это дело облагородилось, и начали сверху набивать гипсокартон. Гипсокартон брал влагостойкий, потому что дача неотапливаемая, и зимой там будет холодно и влажно. Будем приезжать там буквально на выходные, чтобы пошашлычить и обратно. Вот малышка развлекалась, пока мы работали с супругой. Гипсокартон потиху ставился, набивался на саморезы. Все дело делалось саморезами, все, ничего не отлетело, не лопнуло, все в принципе нормально. Обычные черные шурупы по гипсокартону. Все выдержало, все нормально. После приходил электрик, подключал все вот эти вот хвосты, которые оставлялись в гипсокартоне. Проводка получилась как скрытая. Электрик пришел, подключил все розеточки, я просто развел провода. В электрику я не лез, в этом я не разбираюсь, и как-то разбираться сильно и не хотелось, потому что очень опасная тема, что ты сделаешь не так, пыхнет дом, приедешь, а дачи нет, одни угли. Поэтому именно этот кусок работы был доверен квалифицированному работнику. После наступили работы со шпатлевкой. Шпаклевал
не гипсовой, а цементной шпаклевкой. Также повторюсь, потому что дом неотапливаемый, зимой в нем холодно и влажно, чтобы ничего не отвалилось. Работал с этим материалом, опять же, впервые. Высмотрел все, как это делается на ютубе. И начал все шпаклевать. За недельку весь дом, в принципе, зашпаклевал. И швы зашпаклевал, сетку ложил тут тоже на них, и углы покупал сетчатые, тоже все аккуратненько зашпаклевалось. И плоскости стен, и шурупы, и болты. В общем, сделал достаточно качественно, хотя делал это впервые. За неделю зашпаклевал весь дом. Весь дом по площади 36 квадратов, 2 здоровые комнаты. На самом деле ничего сверхсложного в этом я не увидел. Всему можно научиться. После того, как был зашпаклеван весь дом, мы принялись за потолок. Потолок у нас это пластиковые панели. Панели такие, они просто белые панели, зеркалят, глянцевые. За счет этого потолок кажется выше. Аккуратненько прямо на старый все это и лепил. Потом вокруг окон, опять же из обычной доски, собрал что-то наподобие обналички. И все это дело было покрашено в белый цвет уличной фасадной краской. Получилось, кстати, достаточно красиво. Через окна нигде ничего не продувает, окна открываются хорошо, их нигде не зажало. Все сделано вроде как нормально. Люк от трубы печки сделал небольшие, из досок квадрат, вставил, на саморезы закрутил, проложил проводку и сверху закрыл всеми пластиковыми панелями потолка. Больше его нет. Потолок весь был собран буквально за неделю. После принялся за карнизы. Сделал сначала карнизы по окнам. Все покупалось, опять же, самое бюджетное. Там что-то по халве, что-то в рассрочку, что-то по акциям. Ой, простите, не карнизы, а подоконники. И после этого делал еще откосы из пластиковых деталей, которые также предназначены были для потолка. Получилось очень даже ничего. Вот так оно выглядело перед тем, как я начал собирать пол. Как же делался пол? Пол, как вы видите, у нас залита, грубо говоря, бетонная стяжка. Вот идет бетонная стяжка. По бетонной стяжке мы раскатывали рубероид. На рубероид сверху укладывались уже обрешетка из дощечек. Все это дело, конечно же, пропитывалось антисептиком. Дальше во все это дело мы вставляли утеплитель, укладывали. Обычный исовер 5. И сверху, опять же, паропроницаемой пленкой, чтобы не пылило и не высыпалось. И поверх плитами ОСБ. ОСБ 12. Поэтому пол получается как монолитный. Конечно, немножко пружинит, потому что стяжка не очень ровная вышла. Но в целом мебель не скачет. Все нормально, опять же. Делался пол, полностью закрывался весь дом ОСБ 12. И поверх ОСБ я наносил в 2 слоя яхтенный лак. Яхтенный лак, когда я его только нанес, он был вообще просто шикарно. Он такой был глянцевый, он выглядел как зеркало вообще. В пол можно было смотреться, он отражался. Но когда он подсох, он так стал, конечно, более матовый, ОСБ в себя впитал лак. Но, в принципе, этого достаточно. В таком виде мы пол оставляли. Мы не стелили ни линолеум, ни ламинат, ничего. То есть это уже чистовой пол. Все. Что касаемо крыши, крышу делал не сам, вызывал людей, лист попаялся. Сняли лист, развальцевали, на земле выровняли, обратно завальцевали, положили 2 новые стропилины и набили ветровую планку. После этого крыша перестала течь, все стало нормально. Еще на крыше 2 дырки сделали. После этого мы поклеили с супругой обои,
это детская. В зале полосочки. Купил бэушную дверь. Поставил межкомнатную между двумя комнатами. И под Новый год 19-20 года мы занялись прокладкой воды на участок. На улице конец декабря, это уже перед самым Новым годом, снега не было вообще. Приехала бригада рабочих. У нас центральный водопровод идет по улице. Вырыли 2 котлована, погрузили в них 2 колодца по 2 кольца. Перед этим между ними сделали прокол под дорогой 12 метров. Втянули трубу и подключили нас к центральному водопроводу. После этого на участке появилась вода. Вода, конечно, решает. Как говорится, без воды ни туды, ни сюды. А с водой появилась вода в доме, появилась горячая вода в доме. Помыть руки, посуду. В этом вы можете посмотреть в нашем видео про проточник. Вообще просто супер. Бассейн, поливка участка, шланги и так далее. Вода это то, что должно быть по-любому. Если у вас есть центральный водопровод, обязательно подключайтесь к центральному водопроводу. Не нужно геморроиться с подготовкой воды. Вода в нем чистейшая у нас. Если этого богатства у вас нет, то скважина, дорогие фильтра и так далее. Тут уже как повезет. Это вот я такую колоночку сделал во дворе. Протянул тоже к середине двора трубу и поставил из обычной канализационной трубы, сделал такую колоночку. Шланг мы подключаем к ней. А остатки грунта потом раскидал перед домом по участку. Вот это я завел воду в дом. И вот так начал выглядеть наш домик снаружи. То есть уже в нашей половине заменены окна, уже сделан ремонт. Дальше мы уже начинали копить денежку на всякие игрушки, которые мы приобретали уже, опять же, по весне к летнему сезону. Тоже малая бегает. Наша кухонька, это в пристройке с проточным водонагревателем, к которому подведена вода. Все коммуникации, которые заходят, вот оно все пеной пролито, то есть ничего не продувает. А это внутри. Зал 18 квадратных метров. И вторая комната детская, 15 квадратных метров. Все греется 2 конвекторами. Дом нагревается с 0 до 20 за 20 минут. Ну ладно, не за 20 минут, максимум за 2 часа. Про это есть отдельное видео. Дальше мы сделали стойку для гамака. Тоже, чтобы валяться, отдыхать на природе. Купили батут для ребенка. Очень классная покупка. Советую всем. Супер развлечение. Подготовили основание под бассейн. Участок наклонный, поэтому пришлось сделать такой квадрат 4×4. Ну, без стола уличного, конечно же, никуда. Надо же как-то отдыхать. Где-то сидеть, пить и есть. Для этого же делали, для отдыха. Наш бассейн. Про него есть отдельный цикл видео, посмотрите. Очень классная тема, всем понравится. И, конечно же, как современные люди, без технологий никуда. По улице идет оптоволоконная линия высокоскоростного интернета. Конечно же, подключились и затянули в дом. Теперь у нас в доме 100 мегабит интернет. После этого у нас там есть и видеонаблюдение. Про это тоже есть очень классный цикл видео. Обязательно посмотрите, вам очень понравится. Очень классная тема. Недорого и очень круто. Ну, на будущее в планах снести старую кухоньку. Она покосилась вся страшная, ужасная, маленькая. Перестроить к дому чего-то побольше с нашей стороны. Еще думаю, дощатая, там каркасная или из газосиликата. Сделать в доме туалет, ванну, вот именно вот эту кухоньку снести. Сделать кухню, туалет и ванную отдельной перестройкой. И сделать канализацию на участке. А вместо этого сарая построить баньку. Но все это в планах. Поэтому, кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал. Если будет что-то новое по этой теме, я обязательно вам это покажу. Заглядывайте в описание. Пока.